Итак, начинаю варить варенье из шишек. Сутки они у меня вымачивались в холодной воде. Воду меняла 2 раза. Теперь просто шишки перекладываю в другую емкость и удаляю все веточки, иголочки. Тут я еще нашла 2 пауков. И все перекладываю в емкость, где буду варить шишки. Ну вот, шишки перебраны, мусор еще, который прилип к ним, убран. Здесь у меня получился 1 килограмм 300 грамм шишек. Шишки я брала разные. Лучше всего, конечно, брать маленькие шишечки, не больше 3 сантиметров. Ну и которые побольше я тоже беру. Просто потом из варенья готового я их удалю, а оставлю малепусенькие маленькие только шишечки, которые молочные и жуются. Вот они, малепусики. Вот такие маленькие, прямо самый цинус в приоритете. Ну, вот такие вот большие, зато отдадут все полезное, что в них есть. Можно потом и удалить из варенья. После того, как вы трогали шишки, рука остается липкая от смолы. Да и когда шишки собираете, тоже они смоленистые, и руки потом липкие. Как быстро удалить смолу с рук? Просто растительным маслом. Смазывайте диск ватный и помазали руку, смазали, и все, и помыли мылом. Все, и рука липнуть не будет. Так что смола шишек нам не страшна. Теперь высыпаю сюда килограмм сахара и налью сюда 1,5 литра воды. Упс, сахарок высыпала. И теперь водичку. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Оп. Ну вот, на первом этапе воды и сахара пока хватит. Но я потом еще буду добавлять и сахар, и воду. А это все великолепие вставлю вариться на медленном огне. Как закипит, варим 10 минут. Ну вот, шишка моя и варится. Уже, видите, меняется цвет. Шишки попискивают. Такой звук интересный. Ждем, когда закипит. Ну вот и закипело мое вареньице. Ой, шишечки какие, красотки. Ну вот мои шишки покипели 15 минут. Прямо хорошо так кипели. Сейчас я их отключу и отставлю до полного остывания. После полного остывания, когда мое варенье совсем-совсем остыло, снова ставлю его на огонь. И потом добавлю еще сюда килограмм сахара и пол-литра воды. Ну вот, закипело, высыпаю сюда килограмм сахара. Выливаю воду, еще пол-литра добавляю. И все это еще раз закипятить и варить 10 минут. А попутно варю еще рисовую кашу. Одно другому не мешает. О, как все хорошо закипело, пузырится все. И вот так кипятить я буду еще 3 раза. Это 2-й раз у меня закипело, буду варить 10 минут. И еще 3 раза мне нужно будет прокипятить шишку. И остужать ее до полного остывания. И кипятить снова. То есть вариться она у нас будет так 5 раз. И потом будет густое, вкусное варенье. Вот мое прошлогоднее варенье. Просто кладезь витаминов. Но получилось много шишки. Поэтому нынче я делаю, чтобы было больше шишки. Просто чудо варенье. Кладезь витаминов. Ну вот мое варенье было проварено 4 раза по 15 минут. Оно, конечно, жидковатое, и поэтому я туда буду добавлять агар-агар. 7 грамм. В холодном варенье растворю и потом закипячу. Я отсюда удалила крупные шишки. Некоторые из них растрепала и чешуйки добавила в варенье. Шишка должна быть мягкая. Как мармелад.
А грубые и большие шишки нам не нужны, мы их удаляем и оставляем только маленькие. А вообще шишки получаются очень мягкими и вкусными. Как мармеладку кусаете. Угу. И очень-очень полезная. Еще для вкуса в варенье можно положить лимон, корицу, гвоздику, мяту, все, что вам угодно, какой вкус вам нравится. Я буду туда класть мяту и лимон. Красота какая! У меня есть замороженные кубики, мята с лимоном. Перемолота и заморожена. Вот их-то я и буду класть в свое варенье. Кладите по вкусу. Он набросала таких кубиков мятно-лимонных, так что у меня получится мятно-лимонная шишка. Варенье просто бомба. Ну вот мое варенье и закипело 5-й раз. Здесь уже добавлен агар-агар, специи, пряности, все, что хотите добавляйте. Я добавила лимон и мяту. Вот и все. Сейчас это все остынет. Ну и теплым я буду раскладывать по банкам. Вот сколько баночек варенья получилось у меня из шишек. С одной порции. Какая красота! На всю зиму мы теперь обеспечены целебным вареньем от кашля. Красота!